Приветствую вас на канале Провальный инвестор. Для тех, кто не первый день смотрит, знает, что у меня есть материал на еврейскую тематику. Там я ставлю пометки, что это только для евреев. Но я начал замечать, что этот контент пользуется популярностью, и люди в целом не против его посмотреть тоже. И очень много комментариев я начал получать только по этому контенту со всеми теми стереотипами, которые присущи другим народам в отношении еврейского народа. И один из них, который мы сегодня разберем, я решил, что нужно уделить некоторое время, разобрать эти стереотипы. И сегодня мы разберем стереотип, который звучит так, что евреи очень жадные, все евреи там ни копейки никому никогда не дают, только все себе. Вот с этим стереотипом мы сегодня попробуем поработать и в итоге придем к какому-то выводу. Каждый, понятное дело, останется при своем мнении. Я только всего лишь приоткрою завесу на тему, насколько же все-таки евреи жадные. Давайте разбираться. Итак, я начну достаточно с резкой фразы, а именно любой, кто говорит, что евреи жадные, он либо глупец-антисемит, либо лжец-антисемит. Выбирайте сами, если вы такое говорите, кто из них вы, но я вам докажу, что это так. Во-первых, почему глупец антисемит? Ну, почему антисемит, понятно. Почему глупец? Потому что только люди, которые не вникают в какие-то тонкости и детали, могут заявлять о каких-то вещах глобально. То есть, если я завтра начну кого-то учить физике, то я буду, собственно говоря, того, кого можно назвать глупцом. Потому что если ты в чем-то не понимаешь, если ты в чем-то не разбираешься, если ты не владеешь базой и доказательствами, то заявлять какие-то вещи – это как минимум глупо. Теперь, если же человек действительно вник во все, что касательно этой темы, разобрался и так далее, то он никогда не может прийти к такому выводу, и я объясню в этом видео почему, тогда вы просто лжец. Поэтому для тех, кто пишет у меня в комментариях, я вам обещал ответить. Вот мой ответ. Выбирайте, кто вы. Либо глупец, либо лжец. Это так еще мягко, как говорится, для ютуба. А теперь приступим непосредственно к разбору, насколько это является большим мифом, не имеющим никакого отношения к правде. Итак, начнем с первого факта, который доказывает о том, что это абсолютно неправда и это абсолютный миф. А именно это то, что каждый еврей, каждый, независимо от того, бедный, богатый, это абсолютно не важно, отделяет десятину. Куда эта десятина идет? На помощь бедным евреям. Найдите мне другой такой народ, который заботится о своих бедняках так же, как еврейский народ. Я думаю, что вы не найдете. Можете попробовать, конечно. Я долго жил среди украинского народа. Они о своих так не заботятся, как мы. И это не в упрек им. Я думаю, что никто в мире так не заботится о нас, как мы сами. И о своих людях так вообще в жизни никто не заботится. Другому еврею не пофиг, что ты сегодня ел, где ты живешь, а где ты будешь спать, а где ты оденешься. Реально не пофиг. Вы даже не представляете, насколько, и вы не можете это никогда представить. Потому что другому украинцу пофиг на украинца, русскому пофиг на русского, казаху пофиг на казаха. Я знаю, я был. Как говорится, жили, знаем. И это нормально. Вы не должны ни о ком думать. А еврей должен о другом думать. И это базис. Куда бы вы ни пришли, любая синагога, любой урок будет урок о том, как ты должен заботиться о других евреях. И это база, на которой стоит, это столб, на котором стоит то, что называется религия. Ну ладно, это неправильно, это вообще исковерканное понимание, но чтобы вам было понятно. На том, на чем стоит наша вера. Это базис. И поэтому говорить о том, что евреи никому не помогают, опять же, если вы думаете, что мы вдруг должны созреть тому, что мы должны тянуть там все народы СНГ, то вы ошибаетесь. Там 40 миллионов украинцев, я думаю, разберутся без евреев. Там 150 миллионов русских, по идее, тоже должны как-то разобраться без евреев. Евреи должны заботиться о евреях. Из чего кто-то взял, что мы должны заботиться о других народах, я, честно говоря, не понимаю. Потому что это звучит так же глупо, как я бы пришел к украинскому народу, или к русскому народу, или к казахскому народу, неважно, к любому другому народу и сказал: слушайте, а вы вообще-то должны заботиться о евреях.
Так вот, я вам скажу, что то, что вы должны заботиться о евреях, это большая правда, чем мы должны заботиться о вас. Но не будем вникать в эту тему. Поэтому то, что мы кому-то из вас что-то должны, это вы себе сами придумали. Я не знаю, с чего вы это взяли. Поэтому говорить о том, что евреи жадные, потому что мы не помогаем окружающим, а, собственно говоря, извините, мы вам ничего не должны. Как и вы нам. Мы отдельно, вы отдельно. Но среди нас, понятное дело, это вообще абсолютно по-другому. Поэтому вы не найдете ни одного еврея, который не помогает другим. И поэтому говорить о том, что евреи как там жадные и так далее, это в принципе в корне неверно и не отображает реальность. Это первое. Второй момент, на который я также хотел бы акцентировать внимание, это, я думаю, ни для кого не будет секрет, что сейчас, я думаю, вы не найдете ни одной страны мира, в которой бы не было еврейской общины. Есть везде. Так вот, давайте обратим внимание, а за чей счет, как говорится, банкет? За чей счет? Кто-то может, конечно, сказать, что вот там государство что-то дает на развитие там религии и так далее. Ни шиша государство не дает, никому это нафиг не надо, по крайней мере, иудаизм. И, собственно говоря, и хорошо, лучше пусть туда не лезут. Я вообще не об этом. Я к тому, что все вот эти общины, их много и на территории СНГ, и по всему миру, но в том числе на территории СНГ, так как, если вы понимаете язык, на котором я говорю, то, скорее всего, вы находитесь на территории СНГ, то все общины на территории СНГ чисто дотационные. И как вы думаете, чьи это деньги? Давайте подумаем с 3 раз. Еврейские. Ой, а кто же это все дает? А вы знаете, какие там бюджеты? Я думаю, что бюджеты многих общин, чтобы не называть вам цифры, будут сопоставимы с бюджетом многих городов. По крайней мере, на территории СНГ. Многих небольших городов. Не там городов-миллионников, но, скажем так, бюджеты там огромные. И кто это дает? Конечно же, евреи. Так, видимо, евреи не настолько жадные. Вся еврейская жизнь на территории СНГ финансируется евреями, в основном из Соединенных Штатов и Израиля. Вся, абсолютно. Это сотни миллионов долларов в год, которые, между прочим, вливаются в экономику тех стран, в которых проживают эти евреи. Поэтому, по идее, еще не мешало бы там какие-то таблички и грамоты выдать, что мы сотни миллионов долларов вливаем вообще, в принципе, непонятно куда. Потому что понятное дело, что мы идем и покупаем какие-то вещи в данных экономиках. Поэтому, опять же, говорить о том, что евреи жадные, никому ничего не дают, это, в принципе, не отображает реальность. Потому что сотни миллионов долларов все еврейские общины, которые только есть на территории СНГ и, в принципе, по всему миру, финансируются такими же другими евреями. Государство в этом никак не участвует, и слава богу. Поэтому это номер 2 в это разрушение данного мифа. Третье и последнее, на чем я бы хотел остановиться, это уровень отношения человека к человеку. Жадные люди никогда не думают о другом человеке, потому что это, в принципе, для них противоестественно. Ты должен что-то отдать. Уровень отношения еврея к еврею – это что-то зашкаливает. И, собственно говоря, когда я был в Украине, я хотел быть как все украинцы, никому ничего не помогал, человек человеку волк, все эти дела. Я думаю, это не только Украина, я думаю, это все СНГ такое, и думаю, что и другие страны плюс-минус недалеко ушли. И, в общем-то говоря, вот такой вот волчонок, сколько, лет 6 назад, 7 даже, я приехал в Израиль. И уровень отношения людей ко мне просто меня поломал пополам. Потому что я вам сейчас задам один вопрос. Для вас он покажется глупый, но, собственно говоря, и не мудрено. Вот где бы вы ни жили, Украина, Россия, Казахстан, я, в принципе, знаю, с каких стран меня смотрят. Вопрос он такой. Как часто утром вы задумываетесь о том, что ел ваш дворник? Тот человек, который вот убирает вам улицу. Часто вы думаете о том, все ли у него хорошо? Ну, наверное, никогда. И вообще вы сейчас подумаете, что за глупый вопрос, почему я должен думать? А это, собственно говоря, представитель же вашего народа. Что такое, как говорится? Почему вы не думаете о том, ел ли он сегодня или нет? Потому что вам плевать. А я, когда 7 лет назад убирал подъезд в Израиле, это просто меня переубедило в том, что надо бросать все эти затеи, что ты должен быть хорошим
украинцам, но опять же, не в обиду украинцам, неважно, я просто жил в Украине, я думаю, что то же самое и на всей территории СНГ. И надо становиться нормальным евреем. Потому что любой человек, который тогда проходил, во-первых, он спрашивал: ты сегодня ел? У тебя все хорошо? Моя квартира такая-то, надо будет что-то, поднимись, еда тебя ждет, хочешь отдохни, хочешь, что хочешь. Кому вообще какая разница? А ему есть разница. Он видит такого же еврея. Он не видит, ты сегодня убираешь подъезды, а завтра ты генеральный директор. Какая вообще разница? Не имеет никакого отношения. Ты еврей, еврей. Все. Ты приглашен ко мне домой как основной гость. Есть даже такой закон, что если у тебя только одна подушка и одна кровать, и есть человек, еврей, который пришел и хочет у тебя переночевать, то ты спишь на полу. Ты хозяин дома, спишь на полу. А гость спит на твоей кровати с подушкой. И, собственно говоря, тот уровень отношений, который я получил по отношению ко мне в Израиле, таких случаев было много. Но еще один, я, допустим, иду по улице в Израиле, чуть-чуть жарко, иногда там, чуть-чуть бывает жарковато. Идет просто пара и говорит: слушай, ты, может, хочешь пить? У нас есть стаканчик, у нас есть вода. Я подумал первым делом, что вы от меня хотите. У меня ничего нету, отстаньте от меня. Для меня это было даже непривычно, что кто-то обо мне пытается позаботиться, потому что в Украине это не норма. В Украине я иду по улице, идет сильный ливень, такой, что залило улицу. Я смотрю, едет машина, я ему показываю, что остановись, не могу пройти. Он останавливается, говорит: у тебя деньги есть? Я говорю: денег нет. Он закрывает окно, поехал дальше. Вот это уровень как бы людей. И опять же, не в обиду украинцам, это нормально. Делайте, что хотите. Это для вас это норма, а для нас это не норма. И это показывает уровень жадности, так называемой, когда человек готов вообще отдать все, что у него есть, но он тебя видит, он тебя слышит и он о тебе заботится. Поэтому говорить о том, кто жадный, а кто нет, я, собственно говоря, начал с того, что это как минимум немножечко безответственно. Сегодня я попытался разобрать такой стереотип, как все евреи жадные. Мне в целом глубоко все равно, дошли до вас эти аргументы или не дошли, согласны вы с ними или не согласны. Данные видео, они в основном рассчитаны только на еврейскую аудиторию. Я знаю, кто конкретно меня смотрит. А для всех евреев я хотел бы сказать, что вообще не нужно слушать о том, что о нас говорят неевреи. Они, как говорится, много понимают. Написано о нас «Рахманим бне Рахманим» – «Милосердные дети милосердных». Настоящая суть еврейского народа – мы самые добрые, самые милосердные, самые щедрые, которые только есть в этом мире. Никто даже на 0,1% с нами не сравнится. Не сравнится. Поэтому первый совет. Если вы еврей, никогда не слушайте ни еврея ни в чем. Потому что основная проблема – это когда живешь на какой-то территории, и 100 раз тебе говорят, что ты дурак, ты начинаешь думать, что ты дурак. Так вот, проблема на этих территориях, на которых меня понимают на том языке, на котором я говорю, это то, что мы постепенно начинаем соглашаться с теми клише, на которые нас ставят окружающие нас народы. Так вот, это абсолютно неправда, абсолютная глупость, и не стоит на это обращать внимание. А второе, что я могу вам посоветовать, как можно больше думайте о других евреев. Чем вы можете им помочь? Можете помочь едой, помогите едой. Можете помочь работой, помогите работой. Одежда, неважно, помогите советом. Нет денег, помогите советом, помогите улыбкой. Думайте о других евреях. В таком случае, в заслугу этого вы получите и пропитание, и достойное отношение окружающих к себе, и здоровье, и хороших детей, которые будут тоже успешны. И поэтому этого я вам желаю, вам и всему народу Израиля. Амен ва амен села.